Здравствуйте! Наверняка многие из вас слышали об аффирмациях, произносили те или иные мантры, молитвы и другие наборы фраз для самовнушения, которые создают необходимый психологический настрой. Возможно, многие из вас читали Луизу Хей, которая принесла миру много действительно хороших аффирмаций. Но скажите, пожалуйста, многим ли из вас эти наборы слов и аффирмаций действительно помогли и действительно принесли результаты? Я решила снять данное видео, потому как в последнее время многие клиенты стали спрашивать у меня, почему они произносят определенные мантры, молитвы и результатов не получают. Или, к примеру, многие говорят, психолог порекомендовал мне произносить определенные аффирмации, я все делаю, но результатов я не вижу. Так имеет ли вообще смысл всевозможные наборы слов и фраз для самовнушения? Я с радостью вам отвечу, и для удобства я буду называть все вышеперечисленное аффирмациями. И ответ – да, они работают, но с определенными условиями. Есть аффирмации, произнося которые нужно простукивать или массировать определенные точки и участки вашего тела. Есть аффирмации, произнося которые нужно визуализировать, а также, произнося аффирмации, нужно находиться в определенном состоянии ума и тела. К примеру, нужно быть в состоянии умиротворения, счастья, позитива и так далее. На этих деталях я сейчас не буду останавливаться, я дам вам информацию более важную. А если вас интересуют вышеперечисленные моменты, то, пожалуйста, пишите в комментариях, и я сниму для вас отдельное видео на эту тему. А в этом видео я хочу рассказать вам, почему же все-таки аффирмации не работают у многих людей и что есть обязательным необходимым условием для того, чтобы подобные фразы самонастроя и самовнушения действительно сработали. И если это видео будет вам полезным, то вы можете сказать мне спасибо, поставив лайк под видео. Итак, аффирмации, самовнушение – это есть некие элементы самопрограммирования. Вы как будто бы записываете на себя новую информацию того будущего, которого вы хотите достичь, того человека, которым вы хотите стать, тех характеристик человека, которые вы хотите приобрести или от которых вы хотите избавиться. Но прежде чем записывать на себя какую-либо новую информацию, вам нужно вычистить из себя информацию старую и ненужную. И здесь есть нюансы. Представьте, что у вас есть один сосуд, и вы хотите налить в этот сосуд чистую воду, но в этом сосуде у вас уже находится какая-либо грязная жидкость. Если вы находитесь в здравом уме, то вы, конечно же, вычистите этот сосуд перед тем, как наливать туда новую чистую воду. Ваш сосуд – это ваше тело. И за годы жизни в нем накопились различные неприятные воспоминания, психологические блоки, телесные зажимы и прочая грязь, которую необходимо убрать, прежде чем наполнять себя чем-то хорошим. Если вас тревожат какие-либо негативные воспоминания из прошлого или волнует страх, стресс, обида, гнев и другие негативные эмоции, то вы можете проработать их с помощью техники, которая называется ДПДГ – десенсибилизация с помощью движения глаз. Ее вы можете увидеть в видео, ссылочка на которое сейчас появится вверху экрана, а также я оставлю ее внизу в описании. И проделав эту технику несколько раз, вы сможете избавиться от неприятных воспоминаний, неприятных эмоций и неприятных ощущений в вашем теле. Если в вашем теле есть блоки, зажимы, которые образовались вследствие какой-либо негативной ситуации, когда с вами кто-либо неприятно поступил, или у вас есть невысказанные слова, невысказанные эмоции гнева, то это все обязательно нужно убрать из вашего тела, из вашего организма и из ваших мыслей, и тем самым очистить вас. И в этом вам могут помочь психологи, астрологи и другие специалисты. А также вы можете
можете проделать эту работу самостоятельно с помощью различных психологических техник. Некоторые очень классные и работающие техники я даю в кратком полезном видео, как побороть ваши страхи. Ссылочка на него сейчас появится вверху экрана, также я оставлю ее внизу в описании. И вскоре на этом канале появятся еще различные видео, в которых я даю важные техники по работе с различными неприятными эмоциями. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эти важные и полезные видео. Очень важный момент. Если у вас есть какие-либо блоки, осуждение, неприязнь к каким-то определенным типам людей, каким-то определенным местам, ситуациям и так далее, то, учитывая особенности мозга, ваше внимание будет притягиваться именно такими людьми, именно такими ситуациями и местами. И делаться это будет только для того, чтобы вы проработали эту неприязнь. На уровне физиологии это работает так. В нашем мозгу есть отдел, который некоторые ученые называют рептильный мозг или рациональный мозг. Он отвечает за базовые функции, необходимые для выживания, такие как инстинкты, стремление к удовлетворению основных потребностей, таких как еда, размножение, защита. И теперь мы возьмем конкретный пример. Женщина выросла в семье алкоголиков и дала себе обещание, что в своей взрослой жизни она подобного не потерпит. Всех алкоголиков и людей, склонных к алкоголизму, она презирает и не хочет иметь с ними ничего общего. В ее мозгу, в ее инстинктах сложилось четкое указание на то, чтобы отслеживать всех людей, которые являются алкоголиками или склонными к алкоголизму, для ее же безопасности. И встречая компанию, к примеру, из 10 мужчин, один из которых будет склонен к алкоголизму, эта женщина обратит внимание именно на него, только потому, что весь ее организм сигнализирует ей обратить внимание на этого мужчину, дабы обойти его стороной и уберечь ее от опасности, но женщина делает выбор в пользу этого мужчины, просто не понимая, что это были сигналы об опасности, и принимая эти сигналы просто как сигнал обратить внимание на мужчину, как на потенциального партнера. Либо другой пример. Эта же женщина, презирающая всех алкоголиков, будет по жизни притягивать к себе пьющих людей в близких отношениях или в других местах, на работе, в местах отдыха и так далее. Просто потому, что так работает жизнь, что мы притягиваем к себе людей, ситуации, которых мы боимся, презираем, ненавидим и так далее. И полагаю, это происходит только потому, чтобы мы проработали эти свои негативные эмоции. И как только мы принимаем человека таким, какой он есть, перестаем бороться с его вредной привычкой, то человек каким-то чудодейственным образом самостоятельно отрекается от этой вредной привычки, так как его тело чувствует, что враг отступил, с ним больше никто не борется, никто не заставляет его что-либо делать или что-либо бросать. Человек расслабляется, и вредная привычка уже становится ему не нужна как метод борьбы, как метод отстоять свои взгляды наперекор исправителю. Эти примеры наглядно показывают, насколько важно избавиться от психологических блоков, эмоциональных негативных установок и прочего хлама для того, чтобы начать жить счастливо. Это лишь малая часть примеров, и, конечно же, в них есть свои нюансы, и о них можно говорить очень долго. Моя задача — дать вам основной материал кратко, экономя ваше время, чтобы вы поняли основную проблематику и как с этим всем быть. Ну а если у вас останутся вопросы или какие-либо свои пожелания, вы можете писать в комментариях под данным видео. Итак, со всем вышеперечисленным вы уже понимаете, что не избавившись от негативного старого, к вам маловероятно сможет прийти что-то качественно хорошее, новое. Поэтому, дорогие искатели, очищайте свои умы, тела
и души. Если вы хотите почиститься на духовном и эфирном плане, то добро пожаловать ко мне на консультацию. А для проработки на физиологическом уровне я уже дала вам очень хорошие техники, которые вы найдете по ссылочкам в описании под данным видео, а также на этом канале в будущем будут выходить еще многократно важные и полезные видео для улучшения качества вашей жизни. А я благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго, светлого и позитивного.